Еж– это животное, о котором мы знаем еще с раннего детства. Сказки и мультфильмы познакомили нас с ним. Но достаточно ли хорошо на самом деле мы знаем этих колючих клубков? Знаете ли вы, чем опасен еж или чем ежи полезны? И правда ли, что ежи носят на спине яблоки и грибы? В этой статье вы узнаете интересные факты о ежах и сможете найти ответы на все эти вопросы. Знали ли вы, что у обыкновенного ежа 5000 иголок? Наличие такой шубки требует тщательного ухода. Ежи ухаживают за своими иглами с помощью лап, но они слишком короткие и не позволяют зверьку полностью провести чистку от паразитов. В такой ситуации ежу помогает кислота, которую выделяют фрукты. Ежи начинают кататься на подгнивающих яблоках или других фруктах. Это один из самых необычных фактов о ежах. Такие проделки заставляют заблуждаться насчет вкусовых предпочтений ежа. Однако еж не накалывает фрукты на иголки, чтобы унести их на спине в свою нору. Второй факт. Все знают о способности ежей сворачиваться в колючий клубок при опасности. Иглы ежа служат ему прочной бранью и защитой. С таким обмундированием еж выходит победителем даже в схватке с гадюкой. Однако не только иглы позволяют ему выиграть бой. Одним из самых малоизвестных фактов о ежах является то, что эти зверьки нечувствительны ко многим ядам. На ежей слабо действует мышьяк, опиум и даже синильная кислота. Третий факт. Мы привыкли думать о ежах, как о безобидных существах. Но несмотря на это, они вполне могут постоять за себя. Ведь у них в распоряжении находятся не только колючие иглы, но и 36 острых зубов. Четвертый факт. Многие считают, что у ежа нет хвоста. Но это не так, хвост у него имеется. Просто он очень короткий, его длина составляет лишь 3 смотри, разумеется, разглядеть столь маленький хвостик под иглами ежа весьма затруднительно. Пятый факт. Несмотря на свои небольшие размеры, ежи достаточно шустрые животные. Они могут бежать со скоростью до 3 метров в секунду. Кроме того, ежи хорошо плавают и отлично прыгают, имеют острое обоняние и очень чуткий слух. Вот только зрение у ежей слабое. Шестой факт. Еж не боится испортить фигуру. Так как зимой еж впадает в спячку, перед этим он набирает сверху своего обычного веса в 800 грамм еще 500 грамм жира. Такие запасы позволяют ему не умереть зимой от голода и спокойно спать до весны. Любопытно, что температура тела ежей во время спячки падает до 2 градусов. Это один из самых интересных фактов о ежах. Седьмой факт. Еж является насекомоядным животным. Но его питание не ограничивается лишь насекомыми. Кроме насекомых, ежи едят ягоды и фрукты, мышей и полевок, иногда рептилий и амфибий. Также ежи питаются яйцами или птенцами мелких птиц, которые устраивают гнезда на земле. Еж даже может съесть змею. Восьмой факт. Ежи полезны уничтожением различных вредных насекомых. Эти зверьки истребляют майских жуков, гусениц, монашенки и непарного шелкопряда. Кроме этого, ежи уничтожают мышей и полевок. Еж– это верный страж огорода. Ведь там, где появляется этот колючий клубок, уходят крысы и змеи. Девятый факт. В первую очередь еж вредит разорением птичьих гнезд. И эта проблема актуальна как для дикой природы, так и для домашних животных. Если у вас на даче живет еж и есть куры, то ежи представляют угрозу для них. Но наибольший вред от ежей– это болезни. Еж может переносить такие заболевания, как бешенство, сальмонеллез, дерматомикоз, желтую лихорадку и другие. Кроме того, на ежах водится очень много клещей и блох. Это несет опасность животным на вашей даче. К тому же ежи являются хозяевами иксодовых клещей. Десятый факт. Очень часто дети находят ежика и приносят его домой, пытаясь сделать из него домашнего питомца. Это является большой ошибкой.
Ведь ежи– это дикие животные, которые ведут ночной образ жизни и не поддаются дрессировке. К тому же они являются переносчиками нешуточных заболеваний. В связи с этим заводить ежей в качестве домашних животных крайне нежелательно.